Привет-привет! В этой серии видео я хочу рассказать о том, как мы прошли тропой Святого Якова, путем Святого Якова, выбрав для его прохождения северный маршрут от границы Франции, даже, наверное, непосредственно из Франции, до Сантьяго де Компостела. Маршрут этот мы прошли в мае-июне, начиная с середины мая, и закончили через 32 дня в середине июня. Мне сразу хочется ответить на вопрос, который волнует большинство путников, путешественников, пилигримов, которых мы встретили на пути. Это почему или зачем ты идешь этот путь, зачем ты идешь Камино? Отвечу очень просто. Потому что я хочу идти Камино и потому что я могу его идти. Что я в это вкладываю, в это понятие? Для нас это было сугубо туристическое мероприятие. Это было туристическое приключение, в которое мы не вкладывали какой-то сакральный смысл. Мы не являемся религиозными людьми. Также мы не хотели заняться поисками себя или перевернуть жизнь по завершению этого маршрута. И уж тем более мы не ставили себе спортивные цели, такие как отрезки маршрута проходить в максимально сжатые сроки, и отрезки должны быть максимально длинными. Нет, таких целей мы себе не ставили. Поэтому ответ простой, потому что захотелось. Весь маршрут нами был заранее спланирован. Были спланированы все участки, которые мы будем проходить ежедневно, были спланированы места ночевок, были отмечены гостиницы, в которых мы будем ночевать, или приюты, в которых мы хотим остановиться. Ну, конечно же, жизнь внесла некоторые коррективы, и хорошо, что мы закладывали дни отдыха, и такие дневки в некоторых местах и в некоторых городах. Они нам очень пригодились, потому что, ну, было все, было и плохое настроение, и были болезни, были приступ аллергии чудовищной. Но ничего, мы с этим справились, поэтому что ты там не запланируй, все равно некоторая часть пойдет не по задуманному тобой плану. В последней завершающей четверти нашего маршрута, когда мы должны были уже отойти от океана, мы сами внесли такие спонтанные корректировки и отправились дальше вдоль побережья, и в конце концов вышли на английский маршрут. Ну, такое подобное спонтанное изменение вообще хорошо повлияло на нас, оно, наверное, хорошо повлияло на работу мозга, принятие решений. Ну, в общем, как-то стало веселее, что ли, и действительно, последняя четверть, завершающая нашего маршрута, была просто полной неизвестностью для нас, что вообще тоже весело нам, так классно понравилось. Еще на самой стадии планирования нашего маршрута мы все втроем для себя решили, что мы будем идти в таком темпе, который нам нравится, и будем проходить столько, сколько можем проходить, не ставя рекордов, как я уже говорил. А самое главное, мы решили, что не обязательно жить в приютах или так называемых альберге для пилигримов, где предпочитают останавливаться все. Да, конечно, это намного дешевле, может быть, но для себя мы прикинули, рассчитали, что 15-20 евро на человека ночевка в день мы себе можем позволить, и в этот примерно в этот примерно бюджет, прошу прощения, мы уложились. Что нам это дало? Во-первых, для нас это сразу же отменило гонку за свободными местами в альберге, потому что нам не надо было быстро-быстро прибегать, занимать очередь или надеяться на то, что будут свободные места или не будут. Кстати, несколько раз мы очень так здорово попадали. Однажды мы обогнали 3 женщин, которые могли бы занять наши места, а другой раз обогнали нас, и мы не смогли переночевать в альберге, ночевали в гостинице. Ну, как я уже сказал, это не было для нас проблемой. Так вот, когда вот это условие исчезает, и ты как будто становишься более свободным, у тебя становится больше времени, ты не бежишь вперед, и у тебя гораздо больше времени на осмотр достопримечательностей, достопримечательностей исторических, архитектурных, природных, которых, конечно же, на северном пути, на северном маршруте великое множество. Потому что, проходя этот маршрут, замечаешь через несколько дней, что ты не помнишь, что было в предыдущие дни, и довольно сложно восстановить это в памяти.
не идя на поводу у своих амбиций, ставить там великие рекорды по дальности дневного перехода или скорости преодоления дневного перехода, мы, конечно же, упростили себе задачу. Но опять-таки она упрощается в том, что северный маршрут действительно довольно сложный. Он не критически сложный. Я не могу сказать, что он очень сложный. Если вы в состоянии в течение дня пройти 10 тысяч шагов, и для вас это не составляет особого труда и никаких проблем, то, скорее всего, вы сможете его осилить. Да, конечно же, стоит немного потренироваться. Потренироваться, ну, наверное, это бег трусцой, потому что хотите ходить в горы — бегайте. Хотите ходить — бегайте. Ну, хотите ходить в походы — бегайте. Это, в общем, довольно известная такая истина. Сам маршрут, конечно, такой интересный и по профилю рельефа, и набору высоты, и сбросу высоты, потому что был один день, когда мы то ли 7, то ли 8 раз спустились и поднялись на одну и ту же высоту, что довольно-таки изматывающе. Поэтому необходимо готовиться и не превращать это в гонку, что мы для себя решили, иначе, ну, сами понимаете, сбитые ноги, усталость, которая будет накапливаться, и которая может в некоторый момент привести просто к отчаянию, и ты не получишь никакого удовольствия. Ну и, конечно же, важна, так сказать, предварительная подготовка и подготовка в части вашего снаряжения. Говоря отдельно о снаряжении, я хочу вспомнить один день, ну, точнее, я его вспоминаю, когда мне пришла в голову идея о том, что неплохо было сделать в конце каждого видео что-то вроде коротенького ролика, рубрики, где я расскажу о том, что я с собой взял и почему я сделал выбор именно этой вещи, то есть чем я руководствовался и как рассуждал. Ну, наверное, это кому-то будет полезно, это будет очень здорово, если это будет кому-то полезно, но хочу отметить, все то, что я взял с собой, это относится только к прохождению северного пути Камино де Сантьяго. По той простой причине, что мы не ночевали под открытым небом, мы не готовили самостоятельно себе пищу, у нас всегда было тепло там, где мы ночевали, и всегда была возможность просушить свои вещи и выполнять любые гигиенические процедуры, которые необходимы каждому человеку. Наверное, на этом я могу завершить такое небольшое интро и предложить вам продолжить просмотр всех дней, что мы находились в пути. Ну а сейчас в качестве первого раздела рубрики, с самого первого видео из этой рубрики, я покажу, что я взял с собой в рюкзак. То есть просто расскажу о том, что у меня было с собой и что я нес в течение 32 дней. Давайте я покажу, что я взял с собой, что я нес. И, наверное, начну я с одежды. С одеждой все очень просто. Это обязательно ходовые футболки. Это рубашки поло, которые мне больше всего понравились. Одна рубашка с длинным рукавом. Конечно же, это смена белья. Также я взял с собой плавательные шорты. Надеюсь, что я где-нибудь поплаваю. Мы же идем вдоль океана. Ну, что мне удалось, я поплавал. Я взял такие мягкие шорты, чтобы, придя уже на место нашей ночевки, можно было переодеться. И взял с собой совсем легкие ходовые брюки, штаны на случай жаркой погоды, потому что в тех, что я сейчас, вот прямо сейчас мне жарко, но при прохождении Камино дель Норте было совершенно нормально. Я взял с собой флисовую кофту с капюшоном и 2 карманами, отличная. И я взял с собой из одежды вот такую вот ветровку, непромокаемую курточку. Что же еще у меня из одежды? Ну, конечно же, трекинговые носки, несколько пар, и головной убор. У меня это Панама, которая защищала меня от всего, и от солнца, и от дождей. Для того, чтобы как-то приводить себя в порядок и выглядеть более-менее презентабельно, у меня вот
Здесь вот такой вот набор, где собрано все необходимое, мыльные средства, гигиенические средства, все там внутри. И очень легкое, быстро сохнущее полотенце из микрофибрового материала. Говоря о том, что быстро сохнет, можно вспомнить о том, что не мокнет. Вот такой вот у меня есть. Вот такого же цвета плащ, который я заказал из Китая, оказался очень удобным. Там можно будет посмотреть о нем подробнее. Также у меня здесь спальный мешок на температуру комфорта плюс 14 градусов. Этого вполне достаточно. В то время, что мы шли, это май-июнь, как я уже говорил, плюс 14 было просто идеально. Для того, чтобы чувствовать себя вообще совсем комфортно, я взял вот такие тапки. Они очень мягкие, у них нет жесткой подошвы, внутри они очень теплые. Если честно, особой необходимости в них, наверное, не было. Но я взял их, потому что мне очень хотелось, потому что я их купил, и мне очень хотелось их взять. Для того, чтобы ходить, значит, в душевые и просто иметь возможность где-то пройтись, это, конечно же, вот такие тапки. Это обязательный элемент. И еще из обуви у меня легкие беговые кроссовки. Они у меня довольно давно уже. А кроссовки я брал, потому что в конце дня хочется и прогуляться кое-где, и очень хочется переобуться, если честно. Из трекинговой обуви, которая все-таки тяжела, высока и жарка, хочется надеть что-нибудь другое. Что же я взял еще? Еще у меня здесь вот такая сумочка, в которой собран необходимый набор, такой простой для выживания. Здесь армейский нож, налобный фонарь, веревка, некоторое количество веревки, там всякие пластыри, вот такая ерунда. Где-то я читал, и люди рекомендуют: возьмите с собой прищепки для того, чтобы сушиться на рюкзаке. Прищепки мы брать не стали, а мы взяли канцелярские вот такие вот скобы специальные, которые держат просто насмерть. Это было отличное решение. Из еще моего обмундирования, экипировки, у меня здесь походная кружка, здесь поясная сумка, где документы, какой-нибудь аккумулятор, к которому можно подключить тут же телефон, ну и разная мелочь, которая желательно доступна, чтобы была всегда. И также я взял с собой зеркальную камеру. Вот в этом волшебном саквояже у меня вся электроника, то есть это и видеокамера, и различные переходники, и зарядные устройства, и аккумуляторные батареи. Также я взял 2 пауэрбанка, потому что электричество нужно в походе очень. Довольно тяжелый, увесистый получился. Здесь у меня стабилизатор для камеры, ну, чтобы красиво очень было. Ну и вот здесь влетела такая штукенция, непромокаемая папка для документов. Здесь у нас были распечатки маршрута, карты, страховки, и вот можно посмотреть креденциали, где мы ставили печати. Все это у меня помещалось вот в такой рюкзак, к которому прицеплены трекинговые палки, про которые я забыл, и, в общем, сидушка такая теплая и непродуваемая, но мы ее купили уже в конце, поэтому вряд ли можно сказать о том, что я ее нес. Я же забыл, что еще у моего рюкзака есть клапан, где тоже куча вещей, которые я нес с собой, вот я их выложил. В первую очередь, вещь, которая мне нравится больше всего, это мини-рюкзак. Он супер легкий, супер непромокаемый и довольно приличного объема. Как раз таки для того, чтобы прийти там, куда вы идете, оставить некоторые вещи, взять с собой фотоаппарат, кофту и бутылку воды, это идеальное решение, и вот мне прямо оно очень нравится. Обязательно с собой я взял солнцезащитные очки. Взял обязательно, но не пользовался ни разу. Также здесь очки для плавания, которые я тоже все время забывал. Еще одно микрофибровое полотенце. Оно нужно, ну, вы знаете, там где-то помыл руки, где-то вдруг искупался, там, вытер ноги, ну, что-то такое, чтобы не рыться в рюкзаке, не доставать основное и так далее. Набор носовых платочков.
Ну, носовые платочки лишними никогда не будут. Вот такой вот набор перманентных фломастеров, маркеров с очень тонким кончиком, который можно использовать и как карандаш, и как ручка, и как все что угодно. Ну, это важно. Где-то еще у меня валяется ручка, но она, наверное, в поясной сумке. И вот такое вот спасательное полотенце, говорю. Вот такое спасательное одеяло, накидка, которая способна сохранить до 80% тепла на вас, если вдруг мало ли что случится. Помимо того, что есть индивидуальное снаряжение в походе, есть еще общественное. Лекарства и всякие ремнаборы, ремкомплекты, швейные, штопательные. Это все было у Тани. Все это несла Таня. Ну, наверное, сейчас это все, что я с собой брал. Штативов никаких я не брал, ничего больше не брал. Это, наверное, все. Ну, собственно, вот такой вот мой набор, который был со мной 32 дня ходовых, плюс какое-то количество дней, когда мы просто находились в отпуске и отдыхали. Про каждый из этих элементов моего снаряжения я хочу рассказать отдельно. В конце каждого видео будет рубрика. Ну, в общем-то, добро пожаловать. Смотрите, пожалуйста, видео, смотрите такой небольшой отчет и мою точку зрения на некоторые события и то, что происходило с нами в походе. В общем, надеюсь, вам понравится. Пока-пока.